Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 января, среда. И хотите верьте, хотите нет, но у меня сегодня для вас опять позитивные новости. Хотя в последнее время начинаю замечать, что небольшое количество зрителей начинает выражать неудовольствие по поводу позитивных новостей. Пишут: вы нас убаюкиваете, на самом деле все не так. Но что я могу сказать? Кому не нравятся позитивные и одновременно объективные новости, вы всегда можете зайти на канал какому-нибудь сливному бачку ФСБ, Кремля, и услышать оттуда песню типа «Шеф, все пропало», «Гипс снимают», «Клиент уезжает», «Путин все выигрывает». Ну, а мы будем придерживаться с вами объективных новостей, которые, ну, как говорится, на войне как на войне. За черной полосой следует серая, потом и белая. Ну, судя по всему, у нас начинается продвижение от серых полос туда, в сторону белого цвета. Итак, начну сегодня со статьи в Bloomberg, вчерашней статьи, по поводу состоявшейся аж в декабре, говорят, секретная встреча в Ар-Рияде, Саудовская Аравия, по поводу формулы мира, которую инициировал Владимир Зеленский. Ее так называют «Формула мира Украины». Это, если не помните, та инициатива, которая была порождена или создана лоббистской группой Расмуссена, которая нанята была Ермаком. Они провели уже встречу в Копенгагене, затем была Джида, затем была Мальта. И вот сегодня очередная, вернее, в декабре была очередная встреча, на этот раз она была скромнее, чем предыдущая. В чем смысл всего этого? То есть, так, если уйти даже от казуистики, главная идея была правильная, то есть привлечь страны Большого Юга в сторону лагеря, где находится Украина и ее западные союзники. Ну и для этого использовалась эта формула мира. И это была, повторяю, главная задача. Но должен сказать, что она потерпела неудачу. Ну, во-первых, на встрече, это вторая была после Копенгагена, встреча в Джиде, там уже как-то украинская делегация совсем упустила инициативу. Западные корреспонденты с удивлением отмечали, что члены украинской делегации ходят как воды в рот, набравшие, полностью отдав инициативу Китаю, который тогда присутствовал на встрече, Саудовскую Аравию. Каждая из этих стран имела свои планы, и они их рекламировали. Причем все эти планы, они в конце концов сводились к тому, что надо начинать переговоры, а для этого надо объявить перемирие. То есть это вот однозначно кремлевская формулировка. Вот они это начали со встречи в Джиде проталкивать. Ну, а потом ситуация стала еще хуже. Хуже она стала после октября, 7 октября, когда Хамас совершил террористическое нападение на Израиль. Израиль начал операцию по уничтожению Хамас. Ну и так вот объективно получилось, что отношение глобального юга к Украине резко в результате изменилось. Изменилось потому, что огромное количество стран, вернее, население мира – это мусульмане. Мусульмане однозначно стали на сторону палестинцев, то есть против Израиля. А поскольку Соединенные Штаты поддерживают всецело Израиль, значит, и против Соединенных Штатов Америки. А поскольку Соединенные Штаты поддерживают Украину, значит, Украина по умолчанию оказалась в том лагере, где оказалось большинство стран Большого Юга. И вот на этой встрече, последней в Ар-Рияде, когда им говорили, этим странам Большого Юга, ну давайте же, устав ООН, международное право, они говорят, да, все это хорошо, но пусть Украина начинает прямые переговоры с Путиным. Ну все, опять получается кремлевская формула. То есть это путь никуда. И я так думаю, что он и дальше будет в никуда, потому что объективно сейчас основная проблема
и препятствие на пути реализации вот этой формулы и вообще вот этого проекта – это действия Израиля против Хамас со всеми вытекающими последствиями. Пока это будет продолжаться, я думаю, что главная цель, я уверен, что главная цель, которая изначально была поставлена перед вот этим проектом, она просто недостижима. На этот раз присутствовали там, встречу, кстати, назвали секретной, ну, для того, чтобы ее провал не стал очевидным. Присутствовало там ограниченное количество стран по сравнению с предшествующими форумами. Там были представители G7, Украины, естественно. Правда, кто от Украины? Ни слова вообще. То есть с точки зрения пиара для Украины это становится бессмысленным мероприятием. Со стороны глобального юга там присутствовали основные, это, естественно, Саудовская Аравия, которая сама делает себе пиар, пытаясь стать одним из лидеров этого глобального юга. Затем это Индия, которая в последнее время играет очень хорошую роль, позитивную, так сказать, для Украины и ее западных союзников. Ну, достаточно сказать, что в последнее время, совсем недавно, Индия отказалась от огромных закупок российской нефти и перешла на нефть в Саудовской Аравии, которая для этого существенно снизила цены на свою нефть. Таким образом, саудиты, которые недавно еще были «не разлей вода» с Путиным, они как-то начали действовать против Путина вместе с Индией, и это хорошо. Но зато там не было Китая, это ключевой игрок для того, чтобы разговаривать с Большим Югом и продвигать эту формулу. Там не было Бразилии, которая будет следующим как бы председателем или принимающей стороной в следующей встрече. И кого там еще не было? И не было Эмиратов. Тоже очень важно, потому что это то место, где лежат пока, подчеркиваю, пока спрятанные там российские деньги. Что дальше? А дальше, буквально накануне Давоса, там же собирается провести еще одну встречу. И такое амбициозное желание провести ее на самом высоком уровне, чуть ли не глав государств. И вот сейчас туда, в ту сторону направляется Владимир Зеленский. В этой связи украинские информационные каналы наполнились тревожной информацией, что он туда едет на договорничок с Путиным. Иначе что ему там делать? Туда пригласили на эту встречу 100 стран. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Скорее всего, это будет, как вот это говорится, на полях. То есть вот этот очередной форум, если он вообще состоится в Давосе накануне открытия самого ежегодной конференции в Давосе, это будет, так сказать, ну, галочку поставят, ответственные лица отрапортуют, что не провели большое мероприятие, но не более того. Но, то есть нужно иметь в виду, что Зеленский едет туда для, главным образом, участия вот в этой встрече, а не для договорничка с Кремлем. Ну, я думаю, что по чисто техническим соображениям договорничок там вряд ли состоится, потому что еще неделю назад туда начали приезжать большие команды спецслужб западных стран, таких как Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Поэтому конспиративную встречу по условиям явки в Давосе Зеленскому провести будет трудно. Ну и сопровождающим его лицам, включая Ермака, тоже самое. Но, рассказывая вот это все, я как бы это все подводка главной мысли. Вот когда я читал эту статью в Bloomberg, там было всего одно предложение, которое привлекло главным образом, именно оно привлекло все мое внимание. А предложение звучит так. На этой встрече союзники сообщили, что продолжат оказывать поддержку Украине. И, внимание, ЕС и США заявили, что уверены
я подчеркиваю слово «уверенный» в том, что пакеты мер поддержки Украине, соответствующие, то есть в Штатах и в ЕС, будут согласованы и утверждены. Ну, надо сказать, что на этой встрече на этой встрече государства соответствующие представляли советники по национальной безопасности, люди ответственные на Западе. И обычно они не дают однозначных формулировок. Может быть, возможно, highly likely там и так далее. Но когда они говорят, что уверены в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы на международном форуме своим визави, ну, здесь принято или держать язык за зубами, или отвечать, фильтровать то, что ты говоришь. Поэтому вот запомним эти слова, эти обещания, и я думаю, что это серьезно. То есть вот из всей статьи самое серьезное – это вот это предложение. Ну, а тем временем ждем, что произойдет в Давосе. А Зеленский, по сообщениям из Киева, уже на пути. Уже в пути, так сказать. В пути он решил посетить страны Балтии. И одна из этих стран, это будет завтра, которую посетит Зеленский, это Эстония. И по поводу этой Эстонии и, главным образом, плана Эстонии победы над Россией и плана действия на 24-25 год я вам достаточно подробно рассказывал. И рассказывал, что этот план был разработан вместе с англичанами. Причем мне сегодня рассказали, я сегодня очень много информации почерпнул из британских и американских источников, инсайдерских. Так вот, значит, работа над этим документом Министерства обороны Эстонии шла в теснейшем контакте с представителями Руси. Это старейший и, пожалуй, один из самых влиятельных мозговых центров в том, что касается внешней оборонной политики Объединенного Королевства. И если вы помните, а некоторые помнят, я точно знаю, потому что они мне пишут это в своих СМС, в своих постах. В конце вот этого видео, где я рассказал о том, что Эстония представила этот документ на утверждение стран группы «Рамштайн». И я рекомендовал властям Украины, имел в виду прежде всего МИД на рабочем уровне, вступить в контакт с соответствующими государственными структурами Эстонии и обговорить план совместных действий. Потому что это чрезвычайно важно. Я уверен, что этот документ будет поддержан Великобританией, скорее всего, будет поддержан и Соединенными Штатами Америки в группе Рамштайн, и Украина должна к этому предложить усилия. То есть присутствовать при этом, это будет гораздо больше. Если его утвердят, это будет гораздо больший, намного больше дипломатический, не то что успех, а прорыв, чем вот эти встречи в Саудовской Аравии, до этого в Копенгагене, на Мальте. И вот господин Зеленский едет в Эстонию. Ну, я допускаю, что это совпадение, что это не прямое следствие наших с вами, господа, рекомендаций украинским властям. Но даже если так, то это свидетельствует о том, что мы с вами зрим, как говорил Кузьма Прутков, в корень и находимся на правильном пути. Тем временем новости из Великобритании. Тут книга выходит известного журналиста Wall Street Journal Трофимова, в которой, в частности, говорится, да, отрывки от этой книги опубликованы в Вашингтон-Пост, и там, в частности, говорится, что ядерный шантаж Раши в отношении того, что они могут нанести удар, применить ядерное оружие и нанести удар, но там так
смутно говорилось то ли по Украине, то ли, не дай бог, вообще по НАТО. Так вот, якобы этот ядерный шантаж возымел воздействие, поэтому Соединенные Штаты давали оружие крайне осторожно и по качеству, по тактико-техническим данным, и по количеству. И в результате, значит, когда в 22 году было хорошие шансы разгромить агрессора на полях сражения, этот шанс не был использован. Но оставим в стороне пока вот, насколько справедливо это утверждение. Мы с вами в свое время обсуждали все вот эти угрозы России, и мы были с вами на правильном пути, называя это блефом. Блефом. Но между нами, к сожалению, и Белым домом есть существенная разница. То есть наши мнения, они никого не обязывают, и они не приводят к глобальным изменениям, глобальным решениям. А вот те, кто сидят в Белом доме, они отвечают и за свою страну, и вообще за ситуацию во всем мире, поэтому, видимо, им приходится быть более осторожными в своих оценках, чем нам. Потому что, ну что, блогер-аналитик, он может вот так вот, значит, я чую, что Путин не применит ядерное оружие. Ну, вот так примерно. Ну, я шучу, конечно. То есть я не так это делаю. Я читаю информацию из открытых источников в основном. Как и всегда, 80% развединформации, не забывайте, идет именно из открытых источников. Ну, с инсайдерами поговорю, но в Белом доме, в Пентагоне, естественно, намного больше информации из разведывательных источников, которые позволяют лучше ориентироваться в том, шутка это, блеф это или не блеф. Ну и я вспоминаю, как меня учили еще, когда я обучался в этой, назовем это, шпионскую школу, да, никогда не забуду этого изречения, когда наш инструктор говорил по поводу возможности удара ядерного, внезапно тогда, по Советскому Союзу. Он говорил, ну, при помощи спутника мы можем определить, сколько шахт, сколько пусковых установок, сколько бомбардировщиков находится где-то. Вот он имел в виду в Соединенных Штатах Америки. Но на вопрос, будет ли применено это оружие, будет ли нанесен удар по нам, а если будет, то когда, на него спутники не ответят. Для этого нужно иметь агентуру именно там, где может приниматься это решение. А с агентурой дела обстоят неважно, всегда, практически у всех. И редкие бывают проблески, когда там все нормально. А тут еще надо, чтобы вовремя это все было. Поэтому это очень сложный вопрос. Но, то есть вопрос о том, блеф это не блеф. И, как говорится, мы с вами об этом обсуждали, в таких вопросах нужно быть, то есть планировать по худшему варианту, не иначе, потому что, не дай бог, то есть тут здесь как сапер, даже хуже. Один раз ошибся, и не только ты погиб, но и весь мир вместе с тобой. Но, тем не менее, я уверен, что мы с вами были на правильном пути, что это все было блеф, и чем дальше, тем более очевидно это становилось. И вот, наконец, опять-таки это все подводка, чтобы яснее было всем зрителям этого канала. Наконец-то, судя по всему, во всяком случае, в Великобритании принято решение Параши. Ядерный шантаж, Путин со своим ядерным шантажом следует за крейсером «Москва», и это, так сказать, однозначно. Ну и еще несколько других сопутствующих событий привели к тем решениям, о которых я дальше расскажу. Одно из них – это картофельный фюрер Лукашенко вчера или позавчера заявил опять громогласно о том, что развертывание российского ядерного оружия, тактического, судя по всему,
в Беларуси завершилось. Все, оно там. Опять-таки, значит, на этот раз инсайдерская информация. Считается, что это блеф. То есть уже по худшему варианту даже не планируют. Потому что, ну, трудно скрыть развертывание реально ядерных боеголовок. Они не замечены, и вообще их количество и их техническое состояние вызывает сомнение в том, что Москва может рискнуть на их использование. Потому что одно дело, когда южнокорейский боезаряд 152-го калибра взрывается в российской гаубице Д-20 и разносит ее в пух и прах вместе с экипажем или вместе с обслуживающим персоналом. И совсем другое дело, когда вот таким по качеству окажется ядерный боезаряд, который попытается запустить откуда там из Белоруссии, он там и рванет. Это будет совсем другая ситуация. Но тем не менее, вот это заявление, оно стало одной из последних капель, которая переполнила чашу терпения. И заговорили о том, что пора включить Рейгана. Это того Рейгана, который в ответ на развертывание советских ракет СС-20 развернул Першинги и крылатые ракеты, и в результате Советский Союз рухнул. Ну вот, решили, что пора. Независимо от того, реальные боеголовки там находятся или из папье-маше, как мне сказал один из британских контактов сегодня утром. То есть надо сделать ответный ход, чтобы не просто не допустить развертывания таких ракет, и тем более их применения, чтобы заставить их прикусить языки, чтобы они даже не болтали об этом. Это очень важно, потому что, учитывая блеф, не прекращающийся со стороны Кремля, то есть получается ситуация, когда благодаря всем средствам дезинформации реальность, то есть реальная жизнь, полностью заменяется виртуальной картиной. И получается из того, что они там говорят, даже если это чушь, а виртуальная картина начинает жить сама по себе и подменяет собой правду. Так вот, чтобы заткнуть им языки куда-нибудь там поглубже, нужно применить реальные меры сейчас, дабы неповадно дальше было болтать. Следующее обстоятельство, которое подтолкнуло Запад, в частности британцев, Соединенные Штаты Америки, к пониманию необходимости решительного ответа. Это вот та техногенная, можно назвать, катастрофа, и не только техногенная, которая сейчас имеет место в Раше. То есть страна, которая намекала, и недавно же еще статьи были о том, что мы после Украины нападем еще на НАТО и развалим. То есть это величайший уже идиотизм. Я думаю, что это вот те, которым поручили заниматься виртуальной реальностью в России, они перестарались. То есть вместо того, чтобы напугать, они, наоборот, сплотили Запад и укрепили в решимости, что с этим надо заканчивать. Так вот, на фоне этих идиотских очередных там заявлений о том, что мы захватим весь мир, скоро покорим своей воле, и в это время разворачивается, техногенная катастрофа. 450 тысяч жителей, по оценкам соответствующих правительственных, государственных структур Великобритании, в настоящее время в Подмосковье, причем в таком населенном районе Подмосковья, живут без отопления. Но это мягко сказано, живут без отопления. Температура в домах 10 градусов и ниже. Подъезды все промерзшие, покрытые снегом, инеем и льдом. Люди не могут жить уже, находиться в своих квартирах, они выходят на улицу и жгут все деревянное, что попадается под руку. Говорят, дошло до того, что богатенькие жгут антикварную мебель. С чем это все связано?
То есть это не отдельно какое-то явление. Вы думаете, 450 тысяч населения в Подмосковье. Это туда, куда все деньги страны уходят. На остальные еще хуже живут. Так вот, вот эта великая Раша, которая собирается русским миром заполнить весь мир, там рвутся трансформаторы, что считается происходит не без участия так называемых партизан. Затем трубы, те, которые под землей проходят, полопались батареи в домах, и учитывая, что там сейчас минус 20, починить это сейчас невозможно. 21 век, страна, которая, значит, кричит о том, какая она великая и ужасная. То есть это позорище просто невероятное. Значит, теперь вот это все явление, оно как так перебазируется по всей стране. Происходят пожары, взрывы трансформаторов там, и так далее. Но одновременно проблемы с продовольствием нарастают. И все это приобретает, Мирея обещает предпринять тенденцию снежного кома. И появляются разговоры уже в правительственных структурах стран НАТО, что типа, вы представляете, когда 100 миллионов или 140 миллионов вот этих, они, плюс еще ко всему этому еще война, когда им все это осточертеет, и они рванут через границы стран восточного фланга НАТО, от Финляндии и вниз туда до Румынии. Что будет? И впереди они, как настоящие орки, пустят женщин, детей. Кого удастся, это вот тех, которых они захватили в Украине. Если нет, то своих собственных. Они орки такие. Что тогда делать? Стрелять по ним или как? То есть вот это ужас, когда все это оценили в соответствующих структурах стран НАТО и представили. То есть они действительно пришли в изумление. Ну и тут еще состояние, так сказать, вооруженных сил второй армии, так, естественно, в кавычках, мира. Знаете ли вы, господа, я сегодня с большим удивлением узнал, вот недавно была информация, которой все прогрессивное человечество радовалось, о том, как были сбиты в небе над Украиной или на подлете к небу Украины 4 Су-34 и 1 Су-35. Так вот, оказывается, из вот этих 5 самолетов один был сбит средствами ПВО Украины. Меня назвали Патриот. А с 4, после того, как первый самолет был сбит, ПВО врага включилась на полную катушку, проявила бдительность, и в результате этой бдительности они сами сбили свои же самолеты. 4 из 5. О чем это говорит? О том, что у них система распознавания свой-чужой совершенно не работает. Что все это допотопно абсолютно. Что все это работает тогда, когда все это как-то так за границами, за пределами Украины, и ответ можно не ждать. Или можно ждать, но с малой вероятностью. А вот когда в условиях интенсивного боя, да, со всех сторон, ситуация совсем другая. И вот это все, прочитав, услышав, обдумав, решили, надо принимать решение по Украине, помощи Украине по Раше. Приняли. Что за решение? Решение о массовой поставке суперракет дальнобойных. Я подчеркиваю, ракет. Имеется в виду не РСЗО типа «Хаймарс», а именно ракет. Причем дальность этих ракет намного превосходит Storm Shadow и даже Торос или Таурос, как его иногда называют. Я не хочу вам называть тактико-технические данные, но они, повторяю, они намного превосходят ракеты Storm Shadow и по дальности, и по своей разрушительной силе.
И все это планируется уже в ближайшее время, вне зависимости от исхода голосований в Конгрессе Соединенных Штатов Америки по пакету помощи Украине. Хотя, подчеркиваю, я начал это еще комментируя статью в Bloomberg, исходит из того в Лондоне, что Сенат примет положение, вернее, не только Сенат, а Конгресс США утвердит пакет помощи Украине. Сегодня, вот буквально часа 2-3 назад, был так называемый парламентский час в парламенте Великобритании, где правительство сообщило, я не знаю, насколько это было закрытое совещание или открытое, как это все говорилось, но, возможно, завтра это будет соответствующая утечки или публикации в информации, но на очень высоком уровне представитель британского парламента, британского правительства подтвердил, что оно исходит из того, что Конгресс примет положительное решение по финансированию. Но даже если этого не произойдет, деньги на эти ракеты есть. Откуда деньги? Есть в мировых финансовых структурах и в этом мире финансов, иногда называют это мафиозные структуры, но это не те мафиозные структуры, где организованная преступность работает. Это крупнейшие, богатейшие люди, корпорации. Это, так сказать, где-то там на облаках, во всевозможных хедж-фондах, которыми руководят в конечном там счете на самом высоком уровне очень известные люди с известными в течение многих веков фамилий. Там крутятся триллионы. Ну и вот так идея созрела. Во всем этом мире пришли к выводу, как и британское правительство, что с Рашей нужно заканчивать. Причем радикально и как можно быстрее. То есть деньги есть. Об этом даже вопрос не стоит. Независимо от того, как проголосует Конгресс Соединенных Штатов Америки. Так что есть все основания предполагать, что 2024 год станет жарким для врага. Тут опять-таки сегодня я прочитал в разделе «Мнение» Вашингтон-Пост размышления по поводу того, что нужно Украине для победы. И там речь идет о том, что один из самых таких многообещающих плацдармов для развития боевых действий в этом и следующих годах – это Крым. И раз Крым, значит, Керченский мост, значит, его надо уничтожать. И там проводится такая мысль, что Storm Shadow, допустим, они могут только дырки там пробить, а вот для того, чтобы уничтожить, нужно Торос. Но я вот поспрашивал своих контактов, так ли это, если нет, то действительно, что нужно. Значит, меня успокоили, что вот эти ракеты, которые поставят в Украине, они будут по разрушительной силе ничем не хуже, чем Торос. Но, повторяю, дальность, радиус их действий будет значительно превосходить Торос. Более того, ракеты Storm Shadow, по большому счету, ничем не хуже, чем тот же Торос. То есть они могут произвести, то есть могут снести этот Керченский мост. Ну и с учетом того, что будет поставлено Украине в ближайшее время, то есть каждая поставка, она имеет в виду какие-то там тактические, оперативные или стратегические цели. Так вот, тактико-технические данные этих видов оружия свидетельствуют о том, что по Раше, судя по всему, принято стратегическое решение. Типа надо с ней заканчивать. Нужно помочь ей развить вот эту техногенную катастрофу. Но и это еще не все. В принципе, принято решение о том, что, учитывая недавнее фиаско или неудачи
с обеспечением безопасности предприятий военно-промышленного комплекса Украины, принято решение о строительстве важнейших предприятий ВПК Украины или совместно, или по какому-то другому виду, это уже десятое дело. Но ВПК, который будет работать на Украину. То, о чем столько говорили, но, увы, по причине известного вам всем головотяпства или прямого предательства, одно из двух, или головотяпства, которое ничем не лучше, может быть, хуже, чем предательство, потому что, ну, как известно, друг-идиот – это может быть хуже, чем умный враг. Так вот, значит, что имеется в виду? Какое производство? Это производство, прежде всего, в Европе. Первое предприятие по производству смесевых порохов для Украины. Это то самое твердое топливо, которое позарез необходимо, если мы хотим иметь ракеты «Нептун» в Украине. Я рассказывал в прошлом видео, как в 2 этапа уничтожалась эта программа. И первый этап состоял в том, что враг нанес сильнейший удар ракетный по предприятию, единственному в Украине предприятию, которое производило эти смесевые пороха. Все. После этого британцы, правда, нашли пороха на стороне, чтобы поставить его в Украине, а после этого был нанесен удар еще по предприятию, по цехам, которые саму ракету делали. Так вот, теперь это будет делаться в Европе. И я думаю, это правильно. И мы, собственно говоря, к этому же решению, к мнению с вами пришли несколько видео назад, когда обсуждали, что теперь делать. То ли в Украине, как говорил, я слышал это от Луценко, что надо делать это в пещерах, в Карпатах. Не уверен, господа, учитывая сеть, вражескую агентурную сеть в Украине, я не уверен, что спасут даже пещеры в Карпатах. Я не исключаю, что враг может завербовать кого-нибудь из там охранников или сотрудников и прямо туда занесут, в эти пещеры, взрывчатые вещества. В Европе это будет безопаснее, гораздо. То есть люди начнут думать в Украине о том, как они будут использовать эти ракеты, уже готовое оружие, а не о том, они взорвутся ли они или не будут ли они уничтожены сегодня или завтра. То есть спокойствие намного добавится. Следующее. Производство дронов. Массовое производство дронов, которое на правительственном уровне в Украине, в отличие от России, до сих пор в таких масштабах, как в России, не налажено. Это позор. Позор гражданским властям Украины. Это вот все их ничтожество. Одна болтовня. Потому что стартовые возможности, вернее, стартовые позиции были в пользу Украины. У Украины было преимущество. И где? То есть, если существует производство дронов, это вот частные инициативы, это волонтеры. А где эти государственные мужи? Государственные мужи только вот кричали о том, что у нас уже все создано, а потом они же и раскрыли, где оно находится, то, что создано, чтобы его уничтожить. Так вот, производство дронов, тоже массовое производство дронов для Украины будет налажено в Европе. Опять-таки, как следует это из предложения Министерства обороны Эстонии, о котором мы говорили, это будет сделано за счет европейской стороны, даже если в Соединенных Штатах Конгресс не утвердит соответствующий пакет помощи. Ну и, возможно, да, я дальше вам расскажу, соответствующие же меры предпринимается по производству дронов и других новейших технологий для Украины на территории Соединенных Штатов Америки. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить первую часть сегодняшнего видео. Я понимаю, что многим не нравится, когда вторая часть выходит с некоторой задержкой после первой. Поэтому обещаю, что вторая часть будет предоставлена вашему вниманию, ну, примерно минут через 30-60
после первой. Ну и, согласно закону жанра, самое интересное – это вторая часть.